Верно ли выражение «с милым рай в шалаше»? Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, я, наверное, с вами соглашусь. А у меня есть одна знакомая, которая говорит о том, что если шалаш на Сейшелах или на Мальдивах, то, безусловно, с милым рай в шалаше. Наверное, там нет как таковых зим в нашем понимании. Там всегда температура около 28 градусов тепла. Правда, высокая влажность, иногда зимой, как они говорят, идут у них дожди. Кстати, неприятное дело. Но, в принципе, да, в обыденном сознании человеческом именно там где-то и находится рай. Да, я с вами соглашусь. С милым рай в шалаше. Но все зависит от того, какой у вас брак. Или встреча ваша с этим избранником, мужчиной, женщиной, неважно, она у вас какая, судебная или кармическая? Вот если она кармическая, и вы находитесь в так называемом конфетно-букетном периоде, как правило, это первые 5-7 лет, то, конечно, вам, в общем-то, без разницы, где вы, что вы, как вы просто восторгаетесь, восхищаетесь, вы абсолютно очарованы своим избранником, и это нормально. Так устроена энергия на этой планете. Но дальше ваш кармический цикл первый, который идет в карме на периоде радости. Период радости. Сам по себе цикл, сколько он у вас лет, это надо считать вместе с ритмологом. Вы можете зайти на сайт Iрлем Practic, выбрать себе личного ритмолога и проконсультироваться лично по вашей ситуации. Но, как правило, там либо 3, либо 5, либо 7 лет в зависимости от личностных характеристик. Да, в этот период у вас все в розовых очках, вы абсолютно очарованы, любовь, взаимоотношения, познание друг друга. Это очень важно, это приятно, это радостно прежде всего. И радуйтесь, наслаждайтесь этим периодом, наслаждайтесь. Я знаю, это уже из своего опыта чисто ритмологического, как консультанта, о том, что многие, в частности женщины, приходя на консультацию, честно говорят: а я со своими избранниками, молодыми людьми, я только так и живу. То есть первый период проходит, и все, и я расстаюсь. А мне дальше не надо, а мне зачем? И так они живут по 3, по 5, по 7 лет со своим суженым. И у них все хорошо, как они считают. Да, в этот период, в период эйфории, в период кармической радости, вам без разницы, где жить. Можно и в шалаше. Зато гормоны играют, полное ощущение счастья, радости. А что еще нужно на этой планете? Многим этого вполне достаточно. Главное не включать мозг. Но первый цикл заканчивается, наступает период печали, легкой печали, и вы видите, что шалашик где-то прохудился, где-то он недостаточно просторный, а у вас в шалашике появились дети, вначале 1, потом 2 или 3, и шалашик стал маловат, а дорогой что-то не чешется, чтобы увеличить этот шалашик, или дырку залатать в этом шалашике. И вы уже задумываетесь, а тот ли суженый-то с вами рядом? Может быть, есть смысл его поменять? Поэтому решать, конечно же, вам. Хотите менять своего избранника каждые 3, 5 или 7 лет, чтобы только радость с ним проживать? Или вы готовы вместе с ним развиваться? Или вы готовы вместе с ним перейти на другую сторону вашей ленты жизни? Уже не чисто энергетическую, а информационную, чтобы узнать, а где же судьба? И многие девушки сразу говорят: а где моя судьба? Мне эти красавцы, которые предлагают золотые горы, может, они мне не нужны. Мне надо, чтобы я понимала человека, который рядом со мной, чтобы мы были с ним на одной волне, чтобы нас интересовали одни темы, чтобы с ним можно было о чем-то поговорить. Это уже про судьбу. Это уже про другое. А судебные встречи, они начинаются с удара. Как правило, вы друг другу не очень нравитесь при первом знакомстве, но зато потом, когда вы выявляете темы, на которые вам интересно друг с другом говорить, у вас, конечно же,
складываются совершенно замечательные отношения. И по судьбе люди, также эволюционируют вместе, но их больше интересует, конечно же, развитие мозга совместное, развитие, продвижение какой-то совместной темы, какого-то интереса. А это уже немножко не про шалаш. Здесь люди заняты чем-то другим. То есть они о рае, в общем-то, и не думают, и не мечтают. А тот, кто мечтает о рае в шалаше, вы знаете, я рад за вас. Почему нет? Если это по-настоящему любимый человек, слушайте, честное слово, все равно. Вы найдете в себе силы, возможности, чтобы как-то исправить ситуацию. Чтобы ваш шалаш стал трехэтажным коттеджем, и вы разместились там всей семьей. А ведь, как известно, деньги магнитом к сгустку любви. Поэтому, если вы по-настоящему любите друг друга, у вас будет возможность свой шалаш превратить в трехэтажный коттедж благоустроенный, чтобы разместилась там вся ваша семья. Спасибо за вопрос. Вы на канале Мысли Солнцева. Подписывайтесь на мой канал.